Всем привет! Сегодня на канале Маза Снитин вяжем вот такую трендовую и стильную шапку-ушанку, которая стала настоящим хитом этого сезона. И это неудивительно, ведь такая шапка подойдет абсолютно к любому типу лица и понравится даже тем, кто не очень любит носить шапки. Особенность этой шапки состоит в том, что носить ее можно как на лицевую, так и на изнаночную сторону. Связана она полупатентной резинкой, обе стороны которой смотрятся одинаково красиво. Так она смотрится на изнаночной стороне, а вот так на лицевой стороне. В процессе вязания вы можете сами выбирать, которая сторона вам больше понравится. Вяжется она очень просто, и по нашему подробному мастер-классу справится даже начинающая рукодельница. Сначала я связала отдельно ушки, лобную часть, потом соединила это все, добавила 7 петель на затылочную часть и дальше вязала по кругу полупатентной резинкой. Обвязочку я сделала из пуха норки в 3 ниточки, в 2 основные и 1 дополнительную. Так, для этой шапки нам понадобится вот такая пряжа. Это итальянская пряжа Ярна Перу. Такого красивого пудрового цвета. По составу здесь 25% бэби альпака, 45 меринос, 30 полиакрил. И в 50 граммах здесь 60 метров. Номер цвета 9714. И на эту шапку у меня ушло 3 мотка. Вот посмотрите, какая ниточка здесь. Она достаточно толстая. Также для обвязки я взяла вот такой пух норки. Так как пряжа это очень толстая, то для обвязки вы можете взять пряжу в 2 раза тоньше. Можно взять просто полушерсть, шерсть с метражом, который в 2 раза тоньше, чем это. Где-то 120 метров, 150 метров на 50 грамм. Или если на 100 грамм, это 250 метров. Я взяла пух норки, здесь в 50 граммах 350 метров, цвет 837. Это пряжа пух норки длинный ворс. Вот такой артикул с вот такой этикеткой. Для мастер-класса нам понадобятся круговые спицы с короткой леской 40 сантиметров, номер 4. Круговые спицы с длинной леской я взяла 100 сантиметров и номер 3,5 для того, чтобы сделать кетлевку. Основные спицы номер 4, на которых мы будем вязать ушки и лобную часть. Маркер начала ряда, сантиметровая лента и в принципе все. Для начала вязания я связала образец. И вот таким образом я измеряла. Я чуть-чуть растянула. Ну, по лицевой стороне это лицевая сторона у нас, это изнаночная. Я слегка растянула вот так. Померила в сантиметрах. У меня получилось в 10 сантиметрах 14 петель. И дальше я считала следующим образом. В 10 сантиметрах 14 петель. В 1 сантиметре, соответственно, 1,4 петли. На окружность головы 54 сантиметра я умножила на 1,4, и у меня получилось 75,6 петель. Я округляю до 74 петель, потому что количество всех петель должно быть кратно 2. Дальше я распределяю петли так. Все количество петель я отняла 7 петель, это пойдет у меня на затылочную часть. И оставшиеся петли разделила на 3 части, 2 ушка и лоб. Но я хочу, чтобы на лоб у меня было больше немножко петель. И количество петель на ушках и на лобной части обязательно должно быть нечетное, для того, чтобы у нас был симметричный узор. Начинался и заканчивался на лицевую петлю. Вот. И я распределила следующим образом. На ушки я взяла по 21 петле, а на лобную часть 25. И еще такой момент. Для ушек, для того, чтобы у нас было закругление вот здесь небольшое, я набрала изначально не 21 петлю, а 19. И в 4 ряду я из протяжек добавила по 1 петле с краю. Вот. Так что и аналогично вяжем и правое, и левое ушко. И также я буду вязать лобную часть тоже.
тоже буду добавлять в 4 ряду. Буду не 25 петель набирать, а сразу наберу 23 петли. И потом в 4 ряду добавлю по одной петле с краю. Итак, на спице номер 4, я вот такие взяла чулочные, я набираю 19 петель обычным способом. Оставляю небольшой конец нити. Вот так. И набираю сразу 2 петли. 3. Вот таким образом набираю 19 петель. Очень сильно не затягиваю вот здесь, чтобы край был не стянут. Набираю 19 петель. У меня 19 петель на спице. И начинаем провязывать первый ряд. Первую петлю снимаем. Я провязываю лицевые за заднюю стеночку. И вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Обычной резинкой 1 на 1 провязываем. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца этого ряда. Заканчиваю вязать первый ряд. Лицевая, изнаночная. И этот ряд у нас будет изнаночный ряд. Вот этот самый первый. И вяжем сейчас второй ряд полупатентной резинки. Это будет лицевой ряд. И мы его провязываем следующим образом. Первую петлю снимаем, вяжем изнаночную. Лицевую провязываем не в эту петлю, а на ряд ниже. Вот так. Изнаночную провязываем как обычно, лицевую на ряд ниже. Изнаночную как обычно, лицевую вот в петлю ниже. Так провязываем до конца второго ряда. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Вот мы закончили изнаночной, и крайняя петля у нас кромочная, тоже изнаночная. Далее вяжем третий ряд. Третий ряд опять провязываем обычной резинкой 1 на 1. Первую петлю кромочную мы снимаем, лицевую провязываем обычно и изнаночную как обычная резинка 1 на 1. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываем так до конца третьего ряда. Заканчиваем третий ряд лицевой и кромочная провязываем изнаночной. Переворачиваем и вяжем теперь четвертый ряд. В четвертом ряду нам нужно сделать прибавки из протяжек. И делать мы это будем следующим образом. Первую кромочную мы снимаем. И вот здесь из протяжки, вот здесь, поднимаем петлю, одеваем ее. И провязываем ее лицевой скрещенной, для того, чтобы не было у нас большого отверстия. За заднюю стеночку, вот так вот, провязываем ее лицевой. Вот. Далее провязываем изнаночную. И следующую лицевую провязываем все последующие на ряд ниже, вот сюда. Опять изнаночную провязываем как обычно, лицевую в петлю ниже. Изнаночную как обычно, лицевую в петлю ниже. Так мы провязываем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Мы довязали четвертый ряд до конца, и у нас осталось 2 петли. Провязываем последнюю изнаночную. И вот здесь из протяжки вот так одеваем петлю и провязываем ее тоже скрещенной за заднюю стеночку. Вот так провязываем лицевой. Подтягиваем, чтобы она у нас
получилась, не растянутая. И последнюю провязываем кромочную изнаночной. Так, все, петли мы добавили. Дальше вяжем с вами, повторяя эти два ряда. В лицевом ряду мы с вами будем провязывать лицевые на ряд ниже, а изнаночную как обычно. А в изнаночном ряду вяжем обычная резинка 1 на 1. И вяжем так на нужную нам высоту. Я провязала уже 14 сантиметров нашего ушка. Если в сантиметрах померить, то это 14 сантиметров. И посмотрите, какая красота у нас получается. Изнаночный ряд вот такой пушистый, объемный, лицевой, вот смотрится как резинка 1 на 1. И закончила я вязать именно изнаночным рядом, обрезала ниточку здесь. И аналогично я вяжу второе ушко. Почему именно изнаночным рядом мы закончили? Потому что мы потом будем собирать эти все детали в лицевом ряду на одну спицу в круг. И будем дальше продолжать вязать лицевой ряд, то есть на петлю ниже. Вяжем аналогично второе ушко. И также аналогично мы с вами вяжем лобную часть. Только набираем не 19 петель, а набираем 23 петли. И в четвертом ряду также добавляем по одной петле, провязывая их лицевыми. Вот здесь по краям. И вот я провязала уже ушки и лобную часть. И лобную часть я связала короче. Она у меня составляет 11 сантиметров в высоту. И сейчас мы будем собирать ушки и лобную часть на спицы номер 4 круговые с короткой леской 40 сантиметров. Делать будем следующим образом. Сначала мы укладываем лицевой стороной ушки, а между ними изнаночной стороной козырек. Потому что потом он у нас будет вот так заворачиваться, вот, чтобы рисунок у нас совпадал. Присоединяем нить от нового клубка. Как это сделать, перейдите вверху по подсказке, у нас есть отдельное видео. Итак, мы начинаем провязывать с этого ушка. Вяжем. Первую петлю снимаем, лицевую провязываем на ряд ниже. Изнаночную, как обычно, провязываем лицевой ряд. Лицевую на ряд ниже, изнаночную, как обычно. Так, провязываем все ушко. Лицевую на ряд ниже, заканчиваем это ушко и провязываем последнюю петлю изнаночной. Теперь берем в работу козырек изнаночной стороной и просто провязываем следующую петлю лицевой. Это у нас была изнаночная, это лицевая. И дальше провязываем все петли козырька основным узором. Изнаночную, а лицевую на ряд ниже провязываем. Так провязываем до конца. Заканчиваем козырек изнаночной, и эта петля кромочная у нас будет лицевая. Так, провязываем ее лицевой. И дальше берем следующее ушко и соединяем. Плотненько все подтягиваем. Была лицевая. Это у нас идет кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Так, ниточки подтягиваем хорошо. Вот так. Дальше как идет по рисунку. Лицевая на ряд ниже.
лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Провязываем ушко до конца. Здесь все ниточки подтянем. И у нас остается крайняя петля изнаночная. И вот у нас уже все два ушка и козырек на спицах. И теперь мы набираем петли затылочной части. И нам их нужно 7 набрать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, набрали петли, и у нас круг замкнулся. Смотрите, мы набрали 7 петель, и если по рисунку смотреть, это у нас должны быть, это была изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и эта петля будет изнаночной. Провязываем ее изнаночной. Так, хорошо подтягиваем. И следующий ряд, можно здесь установить маркер начала ряда. И следующий ряд мы уже будем провязывать просто лицевая, изнаночная. По кругу вяжем так же само, как и поворотными рядами. Один ряд у нас будет на петлю ниже, лицевая петля, второй просто как резинка 1 на 1. И провязываем. Сейчас у нас идет просто ряд лицевая, изнаночная. Провязываем так по кругу. Лицевая, изнаночная. В местах соединения, вот между нашими частями, как мы соединили, вот эти петли стараемся провязывать потуже, не растягивать. Вот она у нас ниточка, подтягиваем здесь, и эту петлю не растягиваем. Изнаночная. То же самое. Потуже вяжите здесь. Дальше просто провязываем лицевая, изнаночная. Так вяжем до прибавленных петель. Вот мы дошли уже до затылочной части, и тоже эти петли провязываем резинкой 1 на 1. Лицевая была, значит следующая у нас изнаночная. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая и изнаночную. Провязываем последнюю. Так, перебрасываем маркер в начало ряда, и следующий ряд у нас будет опять лицевая на петлю ниже, изнаночная, как обычно. Провязываем так до конца ряда, изнаночная, лицевая в петлю ниже, изнаночная, лицевая в петлю ниже. Итак, вяжем теперь с вами по кругу, повторяя эти два ряда. Один провязываем изнаночная, лицевая, второй лицевую петлю провязываем в петлю ниже. Итак, вяжем на нужную нам высоту. Я провязала уже 18 сантиметров от затылочной части в высоту. Вот 18 сантиметров. И сейчас мне этого уже достаточно. Будем закрывать макушку. И макушку я буду закрывать в 2 ряда.
Смотрите, здесь есть такой нюанс. Я хочу, чтобы эта шапочка у меня была вот этой изнаночной стороной. Я буду ее носить на лицевую сторону. Вот так вот она у меня будет. Вот так. Вот. Мне эта изнаночная сторона нравится намного больше. И поэтому, не знаю, смотрите, как вам. Вы можете, в принципе, оставить и ту сторону лицевой. Можете взять, так как у меня, вот эту сторону взять лицевой. Она мне нравится больше, потому что здесь, посмотрите, какая красивая резинка пышная получается. Вот, поэтому для того, чтобы закрыть макушку, я буду провязывать так, как я и вязала, но только эти петли будем сейчас сокращать в первом ряду убавок по 2 вместе. Будем провязывать вот эти лицевые петли с изнаночной вместе, будем провязывать изнаночными петлями. Первый ряд убавок я буду провязывать следующим образом. Вот мы закончили с вами круговой ряд изнаночной петлей, и нам ее нужно переснять назад. Вот так. Вы можете просто изначально ее не довязывать одну. И нужно именно вот так вот перевернуть. Вот она у нас была вот так, да? Вот так, а у нас идут изнаночные петли. Нам нужно для того, чтобы провязать вместе 2 петли изнаночные, переснять ее и за переднюю стеночку провязать эти 2 петли изнаночной петлей. Это нам нужно для того, чтобы когда мы будем с вами использовать вот эту сторону на лицо, чтобы у нас лицевые петли на макушке были не перекрученными. Вот так. И поступаем так со всеми петлями. Целый ряд мы провязываем. Пересняли изнаночную петлю, провязали вместе с лицевой петлей изнаночной петлей. Опять пересняли изнаночную петлю и провязали вместе изнаночной петлей. Вот таким образом провязываем весь этот ряд. Посмотрите, как у нас получается на изнаночной стороне, которая будет у нас потом лицевой. Если же вы хотите сделать эту сторону лицевой, тогда провязывайте эти петли лицевыми. Вот сейчас я вам покажу как. Тогда поступаете следующим образом. Эту петлю, которая у нас и замыкает круговой ряд, изнаночную, мы провязываем и начинаем закрывать с лицевой петли. Вот так мы ее тоже нужно переснять таким образом и провязать вместе с изнаночной лицевой петлей. Вот так. Переснять и провязать вместе с изнаночной лицевой петлей. Вот таким образом провязываем весь ряд, если вы хотите, чтобы эта сторона у вас была лицевая. Итак, мы начинаем провязывать первый ряд убавок для тех, кто выбрал изнаночную сторону лицевой. Мы провязываем по 2 вместе изнаночной петлей. Петлю изнаночную пересняли, перевернули ее и провязали 2 вместе изнаночной петлей. Поступаем так со всеми петлями. Тут она у нас уже переснятая. Вместе 2 петли изнаночной. Переснимаем и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. И так мы провязываем с вами первый ряд убавок. Вяжем самостоятельно до конца кругового ряда. И заканчиваем последние 2 петли, провязываем изнаночной. Снимаем маркер начала ряда. И смотрите, уже у меня здесь мне не очень удобно вязать на коротких спицах. Вы можете перейти, и я буду переходить на спицы чулочные такого же размера, номер 4. И второй ряд мы закрываем также, мы провязываем по 2 петли вместе изнаночной. Для того, чтобы 2 петли у нас эти не были перекрученными, мы их таким же самым образом переснимаем, переворачиваем и провязываем 2 вместе изнаночной. Вот так. Еще раз переснимаем на левую спицу
и провязываем 2 петли вместе изнаночной. Вот так подтягиваем ниточки. И так провязываем второй ряд убавок, и это в принципе будет последний ряд убавок. А для тех, кто будет закрывать лицевыми петлями, вы тоже провязываете под второй ряд по 2 петли вместе, но только лицевыми петлями. И провязываем так до конца этого ряда. Вот я закончила второй ряд убавок, и у меня осталась одна изнаночная одиночная петля. Я ее просто провязала изнаночной. И сейчас я обрежу ниточку, оставлю такой конец, чтобы хорошо можно было спрятать кончики, вот где-то такой величины. И соберу все петли на трикотажную иглу. Я продела нить в трикотажную иглу и буду сейчас все петли собирать. Вот у нас закончилось, где ряд закончился, и начинаем с этой петли все петли переснимать на трикотажную иглу. Вот. И теперь хорошенько подтянем все ниточки. И вот сюда, вот еще под эти последние петли, еще разочек проденем иглу и больше затянем ниточку сильнее. Вот такая макушечка у нас красивая получается. И вот мы можем ее еще вот здесь вот несколько раз продеть под вот эти изнаночные петли. Сюда раз. И вот эту сюда два. Можно еще несколько раз продеть. Все, теперь ниточку можно обрезать. И вот так слегка расправить. И ничего не будет видно. Так, и теперь выворачиваем на изнаночную сторону, которая будет у нас лицевой. И вот такая красивая макушка, объемная, у нас получилась. В следующем мастер-классе я покажу вам самый простой способ кетлевки с помощью крючка. А также мы свяжем с вами завязочки для нашей шапки-ушанки. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем пока-пока!